Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале GвардUA. Это рубрика обучения новичка. И сегодня у меня в гостях Аксереп. Привет, Аксереп. Привет, Гвард. Привет, зрители. Что, как у тебя дела? Рассказывай. Да, в принципе, все нормально. Все нормально? Смотрите, Ой, ребят, у нас сегодня, если что, немного будет по-другому рубрика звучать. Мы не будем непосредственно в самой катке участвовать, все такое. Мы будем смотреть и реплей, обсуждать его, смотреть ошибки и все такое. Я думаю, многим это понравится, потому что мы тогда сможем больше деталей обсудить. Этот ролик будет намного информативнее, намного развлекательнее. То есть это будет вот прям как интервью, интервью, интервью. Вижу, у тебя здесь старт прекрасный. Поставил гоблина-убийцу и купил волшебницу. Что ты вот можешь... Давай, так, чтобы не было слишком огромных спойлеров. Ух ты, хороший такой стартик, у тебя 2 тинкера. И еще и, ну, неплохо, короче. Чтобы без спойлеров все такое, что ты вообще в целом думаешь по поводу вот каточки? Что по ты хочешь поводу здесь собрать, катки. все такое? Ну, в планах у меня было поиграть через Вайпера, через воинов и волшебников. Вот. Собрать. Тут сейчас хотел стартануть через мехов и потихоньку покупаю волшебников, чтобы перестроиться вдруг чего. Ну, кстати, сразу у меня вопрос созрел. Скажи, Да. вот мы с тобой несколько рубрик уже как бы проверили обучение новичка. Что ты скажешь? У тебя повысился... Ух, ничего себе. У тебя повысился скилл, ты чувствуешь какую-то прибавку или такое себе? Ну, пока сложно сказать, но я, по крайней мере, начал больше разбираться в построении правильном, которое реально решает. Вот я сегодня, да, буду как раз рассказывать, оно будет дальше видно, как я пытался, мучился с тем, как правильно расставить против противника своих персов. Ну, ты дальше увидишь. Мгм. А что ты продал Тинкера сейчас? Типа, зачем? Ну, если бы ты его в 2 звезды собрал, это был бы отличный нюк. Да, Тинкер — это мразь, которая кидает куда не надо свои ракетки, но все же это хороший нюк со старта с минимальным КД. Что ты его убрал? Пу-пу-пу-пу-пум. Честно говоря, я даже уже и не помню, почему я его продал. Скорее всего... я понял. Я хотел в людей выйти, Да, чтобы но у тебя же была купить эльфийская волшебница, она, как по мне, ну, бесполезная. эльфийского Я ее просто взял, чтобы потом выставить волшебников. Да, но это я понял. Потихоньку покупать. Это я понял, но просто ты ее мог со старта продать, и был бы у тебя 2 Тинкера. А тут, дай бог бы тебе на третьем либо на четвертом раунде Тинкер бы 2 звезды пришел. Ну, просто вначале ты ее все равно не юзаешь. Она у тебя будет стоять АФК, чилить, отдыхать, все такое. Кстати, я забыл сказать, если что, ранг у тебя какой сейчас? Сейчас у меня слон 6. Слон 6. Вот, ранг слон 6, поэтому обучение на ранге слон 6. Я думаю, здесь немного ботов в этой каточке. Как мы знаем, что у авточеса онлайн огромный, поэтому в ранговые катки закидывают ботов. И как бы как-то так. В общем, вернемся к этому. И вот по поводу эльфийской волшебницы. Ты ее все равно сейчас не юзаешь, она стоит АФК. Да, если тебе придет, конечно, морская волшебница плюс Гранд Геральт в одной из каток, то будет как бы классно. Но, как по мне, лучше бы продать эту эльфийскую волшебницу. Фу, аж заговорился, эльфийскую волшебницу, и вместо нее было купить ЦМ-ку. Потому что она все равно у тебя стоит АФК. А в единицу она даже ничего не делает, грубо говоря. Да, ты выключишь одного героя на 4 секунды, но это бред. О, Вайпер, хорош. Вот. Поэтому в следующий раз лучше... Ну, ты все равно продал тут, поэтому ладно. Ладно, окей. Да. Баф людей, Я то, что ты просто хотел. там... Говори, говори. Извини, перебил тебя. Я просто там увидел аптечку и подумал поиграть через жрецов. Мгм. Не, ну, в Вот. принципе, это хорошее решение. Просто если ты решил изначально, допустим, играть через Вайпера плюс волшебников, то тебе, в принципе, с головой 8-7 уровня достаточно. Сейчас, кстати, я хочу обратить максимальное свое внимание на то, что какие там легендарки, чтобы точно сказать тебе. Но вообще 7 уровня с головой. Вообще. Мгм. Я понял. Ну, вот из легендара, конечно, тут есть прикольные, например, Квапа, Варлок, то есть это 2 таких персонажа, которые могут реально поконтролить хорошо, еще и Энигма сверху. Ну, есть, короче, легендарки, поэтому, в принципе, 8 уровень ты можешь себе взять, потому что Варлок — это станчик, плюс как-никак он будет плотный, потому что у него это легендарка. Есть Энигма, который тоже бьет чистым уроном. И кто там еще говорил, я забыл, с головы вылетел третий, кто? Кто там А, третий был?
Я сам Энигма, забыл. Варлок. Кто-то третий, короче, там Энигма. был. Это, как ее, убийца? Нет? Ну, в принципе, тоже убийца, Легендарка кстати, еще. Темпларка неплохо зайдет тебе в воинов. Квапа, Квапа, Квапа. точно. О, да. Капец. Своего самого любимого персонажа выйдел. Но, в принципе, Мгм. оно хорошо стакается под волшебниками, через воинов, она будет плотная, это контроль, она ломает позиционку противника, все такое, то есть это прям топчик. Вот. Кстати, хорошо только что у противника сделал. На коня накинул, там 4 коня появилось сверху. Вот. Так, вопросики у тебя какие-то появились, вот с предыдущих роликов, все такое. С предыдущих роликов. Да, есть. Там как раз еще и на стриме спрашивали, и вот мне самому тоже непонятно абсолютно. Когда ты сказал, что нужно делать билд не под конкретного противника, а делать его каким-то средним таким вот. Но есть же такие эти билды метовые, а есть которые, как его, более слабые, которые контрятся почти всеми. И вот тут, допустим, мне лично непонятно, не ясно. Мгм. То есть раскрыть тематику, что такое больше универсальный билд, правильно я понял? Да, 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 Вот. да, 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 да. Говори, говори. Потому что, допустим, понятно, что там воины, как их контрить, то же самое, тех же воинов, тех же убийц, допустим. Я как человек, который мало играет в авточес и нету времени разбираться, то, допустим, мне плохо ясно. Понял, понял. Я просто что-то только что пролахал, потому что там 1 хп у Разора остался. Чисто жизненная жиза. Да, да, Ой. да, да, да. Пока что хочу сказать то, что у тебя, ну, ты хорошее принял решение, то, что ты пошел на ловстрике, да, ты там можешь через аптечку пойти, но аптечка тебе, она, ну, опциональна, скажем так. Ты просто можешь пойти, вот ты как изначально захотел через волшебника Вайпера, но если тебе пойдет аптечка, ты, в принципе, можешь свой билд и пересмотреть, а можешь его не пересматривать, а также самое играть через тех же волшебников, через воинов, просто докидывать легендарки. То есть аптечка это не то, что не ошибка, а то, что опциональности добавляют больше, и, соответственно, вариативности из-за того, что легендарки можешь выйти. А так, если ты играешь через волшебника конкретно Вайпера, тебе достаточно 7 уровня с головой. Просто больше и не надо. По поводу универсальности. Что такое универсальность в моем понимании? Приведу пример по тому же твоему Вайперу. Смотри, ты играешь через волшебников, и ты говоришь, есть мета, есть, ну, есть метовые персонажи, есть метовые сборки, т.д. и т.п. Вот. Объясняю. У тебя есть вайпер, ты можешь с этим вайпером что делать? Ты можешь его собрать как на воинах, то есть ты там кирасу, плиту находишь, посох третьего тира, т.д. т.п. Короче, ну понятно тут. И также, если вдруг какая-то ситуация произойдет, тебя там сильно бьют по воинам, то есть собрался кто-то ведьмаков, ты просто вайпера перекидываешь кого? В магов. А если, дай бог, у тебя есть мантия, да, и, допустим, у тебя есть Манки Кинг и пришла Мараси, у тебя есть мантия 4-го тира, вот это мантия короля. То есть идем выше, скажем так, идем более углубляемся, в что мы можем еще сделать с этой мантией. Мы делаем мантию, закидываем эту мантию, ставим 2 кунфу, получаем баф фулового кунфу, так как у тебя плотные персонажи, все такое, то есть вайпер у тебя плотный, у него есть там посох 3-го тира, кираса и тому подобное. Хоть это против чистого урона не работает, но у тебя там есть маска на отхил, все такое. И почему я говорю за мантию? Потому что у тебя будет синергия кунфу, и эта синергия будет распространяться на пассивку вайпера. И таким образом у тебя будет вайпер кунфуист, грубо говоря. Не грубо говоря, так оно и будет. У тебя будет вайпер кунфуист, который будет ваншотать со своей пассивки. И вот, понимаешь, у тебя уже 3 билда целых, которых есть. Но мы идем дальше. Ты можешь брать метовых персонажей, ты можешь их брать, можешь их покупать, можешь их собирать. Берешь Манки Кинга, антимага. Если шаман пятерка тебе пришел, берешь шамана пятерочку. То есть ты их покупаешь, и из-за того, что у тебя волшебники, я вот прям подчеркиваю это, потому что у тебя волшебник, ты можешь делать все, что ты хочешь, какие угодно фигуры хочешь. То есть все лишь ограничиться твоими средствами, которые есть на текущий момент, и, грубо говоря, своим воображением. Все. Но еще, конечно же, скиллухой, потому что тебе может не прийти то-то, 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 по предметам у тебя будет то-то, то-то, то. Короче, ну ты можешь обкекаться, а можешь не обкекаться. То есть, я думаю, тут понятно. Вот что такое универсальность. Это тот билд, который универсален для всего. Тут, кстати, тебя мобы вынесли. Мгм. Обидненько. Вот это как раз про скилл. Да. Вот то же самое, обкекаться или не обкекаться. Вот обкекался на этих мобах как раз таки слегонца. И Как я говорю? просто-напросто. Говори, говори, я... И реликвия приходит шикарная.
Не, ну, кстати, манга не очень такая... Ну, в твоем случае это дерьмо реликвия на Да, самом-то деле. да, Ну да, она вот. такая себе. И Ладно. вот, кстати, насчет расстановки чуть-чуть. На мобах я ее поставил, и вопрос, правильно ли я ее сделал? Я поставил, получается, жреца перед главным мобом, а своего ДД, скажем так, вот этого вот человека-рыцаря поставил чуть в стороне, чтобы принял урон сначала жрец. Да, в принципе, почему нет? У тебя просто сам по себе был слабый стол, ты там в 90% случаев все равно откисал. То есть, если у тебя Мгм. было два омника, жрец и, допустим, жрица в 2 звезды, ты 100% бы как бы выиграл этот раунд. Потому что ты бы эту жрицу поставил, допустим, бы слева, она бы накопила ману из-за того, что ее убили бы, она накинула свой отхил, и таким образом ты бы смог бы вытащить, потому что у тебя было много урона. А так у тебя слабый стол очень был. Возможно, тебе стоило какие-то фигуры докупить, но я что-то, кстати, если что, у меня с головы вылетело, что все на 10 раунде там было. Да, вышел бы из инкама, но ты решил сделать ну, я бы на твоем месте, если бы видел, что у меня такой вот слабый стол, и я 100% не уверен в том, что я смогу выиграть, я бы все-таки одну Мгм. фигуру убрал бы, и лучше бы я получил бы эссенцию на отхил. В принципе, пойдет. Мгм. Вот. Вот, кстати, манго тебе пришло. Есть... Ну, короче, 6-й уровень, хорош. Манго, в принципе, неплохой предмет у тебя. И если тебе более-менее хороший стол придет в скором времени, то ты сможешь... Ну, вот Омника ты зря продал, конечно, потому что Омник — это сильный персонаж на самом-то деле. Если ты бы его в двойку собрал, ты бы мог его поставить пока под воина. То есть 7-й уровень был, у тебя 8-й, поставил пока под Омника. Под воинами тоже неплохо. У него, по-моему, стоковой брони 10. Это много. Вот. А, По поводу универсальности хочу добавить, пока у меня эта мысль есть. мгм. Да-да-да. Вот. По поводу универсальности. То есть, я думаю, тут все понятно, только что я объяснил. Берешь мету, просто стакаешь, потом подстраиваешься. Если же ты вдруг видишь, что у тебя там на контре это вообще нереально, то либо у тебя что-то не так с предметами, тебе не повезло, либо же плохой, точнее, пик по предметам, либо же у противника слишком огромные предметы, ему лучше повезло. То есть, я думаю, тут понятно. А универсальность — это вот то, о чем я сказал по поводу как вайпера. То есть, вот ты можешь его в магов, можешь в воинов, если есть мания, ты можешь его в кунг-фу закинуть. Ничего себе там тебе приходит. Неплохо. Тупо лайк. Бабка, я смотрю, ролиться начал. Сейчас объясню как раз, почему я продал Человека-рыцаря. Я тогда вышел в 50 монет, чтобы выйти уже в инкам. И потихоньку, что приходили деньги за лустрик, который я, кстати, чуть-чуть прокекал, потому что оказался этот тролль-воин был лишним. Мгм. Я одного победил. Вот. И хотел потихоньку брать уровень. Вот, кстати, лично то, что я заметил. На 7-м уровне ролится, чтобы найти какую-нибудь, допустим, фиолку, знаешь, или синего перса, то 7-го уровня недостаточно, надо брать 8-й. И на 8-м оно уже приходит, прям приходит. Вот то, что М, надо. Ну, это лично по моему такому опыту, то, что я увидел. Возможно, да, ты прав, потому что там шанс как бы выпадения фигур будет больше, но на самом деле я скажу так, был бы ты достаточно скилловый, тебе придет все, что как надо. То есть я приведу пример, у меня была одна каточка, где чел на 5-м уровне, еще раз подчеркну, на 5-м уровне нашел себе антимага в 2 звезды на каком-то там на 7-м или на 8-м раунде. И что, ну и как это объяснить? Никак, это скилл, это рандом. Поэтому, Мгм. да, на 8-м уровне ты как бы себе делаешь 15% шанс выпадения фиолетовых фигур, но это тебе не дает гарантию, что ты получишь эти фигуры, которые тебе нужны. А может, они вообще тебе фиолетовые не будут падать. Вообще. Ну, как бы, думаю, нить ты уловил здесь. Как бы, ну, Да, это как бы я влияет, понял. но ну, не прям критично. То есть повезло, не повезло. Это игра про рандом, грубо говоря. Кстати, волшебника скипнул. Я так понял, Леона ищешь. Да, и вот, кстати, как раз из-за этого я вот тут вот ролился, смотрел, искал то, что мне надо, вот этого Леона. Ну, и пока я не взял 8-й уровень, он мне так и не пришел. Это такой мини-спойлер. Мгм. Ну, в принципе, да, может быть и так, а может быть и пришел бы. Ну, тут это рандом. Никто не застрахован. Вот у тебя сейчас есть жрица в 2 звезды, и у тебя довольно-таки будет сильный столб благодаря этой жрице. Вот, расстановочку сделал хорошую. Единственное, что, это, скажи, могут перепрыгнуть задние фигуры, потому что надо было чуть-чуть вот эти вот жреца и омника поставить назад, а жрицу света поставить вперед, вот, ну, справа, ты понял, да? На место омника надо было поставить. Ну, в принципе, и так нормально прыгнули. Шикарно, я бы даже сказал, прыгнули. Почему я говорю, что я сейчас сильный стол? Потому что я есть жрица в 2 звезды. Эта тварь так Да. хилит.
это просто невменяемо. Она слишком сильный персонаж. Все, ты тут 100% побеждаешь, ты здесь уверен, ты сейчас еще и манго сверху получишь. Получишь бабки, получишь Да. опыт. И вот ты волшебницу не продал никакую, да? 50 монет выйти, потому что на одну монетку меньше О, я получишь. что-то походу провтыкал, да. Не подумал. Ну, Надо было ничего. продать. Да, вот момент, да, то, что ты на мобах ты не получишь за победу плюс одну монетку. Это надо учитывать. Вот, по предметам, кстати, вот Вот. этот щиток второго тира неплохо смотрится, если ты будешь играть через вайпера. Ну, думаю, ты это и так прекрасно понимаешь. Нет, вот я хотел как раз спросить. Я вот долго думал, что мне взять Ну, из смотри, этого вот. как мы видим идеального вайпера, если нету чистого урона, допустим, у противника? Смотри, а, кольцо четвертого тира 100%, потому что кольцо четвертого тира 120 урона блочит. 120 урона. Кстати, найс манго, одну монетку, Ох, одну опыт дали. Шикарно. А вот этот чит второго тира, если ты играешь... Аж маск? А там у тебя, кстати, была мастерская бума? нет. Ну вот, Да, вот тут я ну вот неправильно сделал, я уже предмет понял. второго тира не особо есть смысл, как бы, ну, есть смысл, но не сейчас явно. Ты все равно играешь на устрике, все равно у тебя ничего нету. Да, в одном прекрасном моменте ты поставишь себе, соответственно, воинов, и эта маска тебе пригодится. Но, ну, в принципе, ладно, это не особо, это и ошибка, в принципе. В принципе, не особо ошибка. Но я бы особо не спешил. Я бы подождал 20-го раунда чуть-чуть. Может, просто я не помню, у тебя там в реликвиях есть предмет третьего тира? Нету, Нету. Это значит хорошо. А что нет. там есть по реликвиям в целом? Ты покажешь где-то или... Должен показать, да. Я Мгм. показывал там. Мгм. И смотри, вот у тебя уже Гран-Геральт несколько раз пришел. Ты мог бы морскую волшебницу выставить из расширенного пула, или она там стоит? А вот А, сейчас как раз я это и сделаю. Вот если бы ты ее раньше поставил, скорее всего, ты бы уже сидел бы на 9 воинах. Но тоже, тебе все равно нужен Нет. 8. Хотя Doom пришел, да-да-да, да-да-да. Но вот Я тебе игра... просто отталкивался от такой логики, что если я поставлю просто воинов вместе с волшебницей и демоном, то у меня будет синергия демонов. Надо ее чем-то закрыть. А вот пришел Doom, и я что-то протупил, да. Вот Да, как да, раз вот, еще одна кстати, да. ошибка моя. Гран-Геральт был, у тебя был Doom. Что-то, конечно, я только что пока пытался объяснить что-то. Ты мне скажи, Doom пришел после Гран-Геральда или до Гран-Геральда? А, После Грангеральда, если После. не Тогда ладно, ошибаюсь. тогда окей. Но в целом все равно тебе надо было морскую волшебницу, раз Да, ты после. решил уже поставить, ну, в расширенный пул, потому что у тебя был и Гран-Геральт уже несколько раз приходил. Вот он реально несколько раз пришел. И морская волшебница, если пришла, ты мог бы поставить 3 волшебников без Гримтача. Гримтача потом бы поставил. Гримтач это имба, потому что есть Мгм. Дум. Ну, тут как бы не надо объяснять, да? Ну да. Вот. Поставил бы, было бы все шикарно. И вот, Ну вот, кстати, вот почему я и выставил морскую волшебницу в расширенный пул, потому что мне пришел Doom, и я понял, что закрою синергию демонов и смогу выставить 3 волшебников ну, ты спокойно. мог бы И и так воинов. закрыть. Ну, вот, видишь, не хватает мне опыта. Ну, ладно, то такое. Вот, еще один момент по поводу этого щита второго тира, который блочит 30 урона. Для старта этот щиток неплохой, особенно если у тебя есть синергия 9 воинов. Это прям действительно Ага, мастхэвный щит. Мастхэвный. Так оно. понял. И вот смотри, я взял 8 уровень, и мне как раз отлично пришел сразу этот Леон. Тебе даже 2 волшебника пришло, и морской, и Леон, на секундочку. А вот тут я, кажется, тупняк словлю, и да, я провтыкаю выставить Леона. Я Да-да-да-да-да. провтыкаю, я смотрю, в чем дело, и только потом, когда стартанула катка, я уже понял. Что это такое? Что-то в предметах не так? Ну, куда что клацать? Как это работает? Я не Да-да-да. понимать. А ну, скажите, подскажите. Это нормально, бывает. Если ты на волшебниках редко играешь, даже я иногда в волшебниках путаюсь, но все равно у тебя все шикарно, ты выиграл этот раунд. Потому что что? Потому что Да. вайпер... Вот так вот, кстати, как ты сейчас рольнул, лучше такого не делать. Потому что ты бы сейчас получил бы вайпера, а если бы все сработало не так, как ты хотел,
у тебя бы оно все как бы, ну, слетело бы, ты вайпера бы не купил. И в таких случаях лучше поставить автопокупку, если ты так рискуешь. То есть автопокупку на вайпера, это юзы, тоже тема классная. И иногда, когда ты пингуешь, вот с таким пингом 200+, уже некомфортно играть, и можно переролить, так сказать. Еще, кстати, предмет из хусика забыл перекинуть, но это, я так понял, поплава произошла, то, что я думал, такой, как оно работает? Я думал больше сейчас про то, как выставить персонажей, чтобы Гримтач кастанула в этих двух. Да, все правильно. Ну, плюс у тебя, кстати, не забываю, у тебя эльфийская волшебница, где она там, в 2 звезды. У тебя сейчас 2 этих персонажа должны АФК стоять. Вот апать так фигуру не надо. По ним почему, знаешь? Так, тут небольшая поплава произошла, что-то с Дискордом было, звук пропал, пришлось переподключаться немножко, ну такое. В общем, по поводу вайпера я говорил, вот так вот вайпера, как ты апнул, не нужно делать так. Почему, ты знаешь? Яйцо может прийти, да. Я тоже уже сейчас это только подумал, что прийти два яйца могло, и уже бы в тройку был у меня Да, вайпер. да, да, да. Вот тоже ошибка, ты ее сам как бы, в принципе, подметил, тут тебе не нужен. Кстати, кунку, ну да, хорош, взял. А какой сетап воинов ты видишь? И, кстати, вот по поводу жрицы хочу сразу спросить тебя, что ты думаешь по поводу ты вот жрицы? Ты ее будешь оставлять, не будешь? Если будешь, то почему ты ее будешь оставлять? Жрицу бога имеешь в виду? Да, да. Конечно, буду оставлять, потому что я знаю, что она очень сильно хилит, и мне это в будущем очень пригодится. Вот. А по поводу тех воинов, которых я вижу, Кунку для массового контроля Дума, для того, чтобы заткнуть кого-то из персонажей. Плюс вместе с Гримтачем будет Дум работать, как я понял, хорошо. Потому что, честно скажу, только сейчас эта мысль в голову пришла, тогда я про это не думал. Ну вот смотри, тут в этой ситуации Doom сейчас максимально криво закинул свою способность. Но если бы он закинул, он бы троих заткнул. Но, кстати, у тебя сейчас ты еще винст... Оп, ты сейчас столько опыта получишь. Знаешь почему? Потому что винстрик, да, я он мышкой покрутил, у типа винстрик, а я взял косу вот эту. Да, ты тупо получил 24 опыта примерно, как с куста. А чё грима не покупаешь? Чё скипнул его? Чё ты скипнул грима? Ну-ка, ну-ка. Потому что я подумал, вот, кстати, мне тут Dark Spirit пришел. Я думаю его Мгм. брать, не брать, но я решил его взять, потому что если я правильно помню, я с ним очень мало играл, он дает silence плюс чистый урон. Может, ошибаюсь. Не, он дает А, выжигание чистого урона в процентажном соотношении. ага, Вот. И, вот. кстати, вот расстановка у тебя более-менее хороша, но из-за того, что у тебя сейчас, ну, сразу скажу, жрица стоит нормально, потому что она будет накидывать всех на хил. Плюс ты стоишь Да. всех кучно поставил, это тоже как бы плюс, но есть моменты. Мы не забываем за вражеские гримтачи, мне надо, нужно это все чекать, проверять. Вражеские гримтачи. Вот смотри, как сейчас Дум накинулся. На 3 персонажа, просто заткнул их моментально. Но еще чел там немножечко дурында, он поставил всех кучно. Ребят, не ставьте всех кучно, не надо. Придет какой-то всратый Манки Кинг, он вам палкой накидывать будет. Вот то же самое тебе сейчас тоже говорю. Не ставьте всех кучно, ставьте их немножко Мгм. по отдельности. Если у вас плита, есть кираса и все такое, есть жрица в 3 звезды, то в данном случае можно этим пренебречь, но тоже это может сыграть с вами злую шутку. Абсолютно. Вот. И даже самое тебе говорю, что это может сыграть злую шутку. Потому что придет Манки Кинг, вот весь твой стол, который сейчас стоит, он будет у тебя стоять АФК. И ты ничего не Да, сделаешь. да. А если у тебя будет, соответственно, хорошие предметы, там кираса, плита, посох третьего тира, взгляд АЗС, все такое, то вообще плевать. Хочешь всех кучно ставь, потому что это, наоборот, тебе сыграет плюс, потому что быстрее Манки Кинг сдохнет, больше возвратки будет, и кираса и плита будет на всех работать. То есть тут надо Мгм. понимать, когда их кучно поставить, а когда раздельно. Плюс у тебя жрица есть, которая пока что в 2 звезды, у нее маленький радиус отхила, но вот видишь, она почти всех задевает своим отхилом. И в этом, и таким образом ты побеждаешь всех сейчас. То есть Мгм. у тебя расстановка хороша, но тоже надо понимать грань, когда надо так делать, когда не надо. Вот Вот противник там... я хочу как Мгм. раз, извини, перебью, но я хочу оправдаться и объяснить, почему я так сделал. Я посмотрел на вражеский стол. Я вижу, что из тех, кто мне может сделать больно, если кучно, там есть только мах. И все. Вот. Я вот к магу я зашел, я вижу этого котла, которого он керит.
Я понимаю, что да, вот он будет мне стол просто счищать, если вот так вот кучно. Но я вижу, что нету ни Манки Кинга, нету массового контроля, поэтому я их ставлю кучно, чтобы жрица на этой стадии отхиливала всех. Да, все правильно, все четко, то есть, ну, ноль вопросов на эту тему. Но тоже, ты открыл мага, но не прочекал его предметы. Там, если Да. посох третьего будет, точнее, посох третьего тира будет, это будет проблематично для тебя. Плюс, Мгм. не забывай, у тебя есть плащ-пальто, который, ну, извини, дает 50% магического сопротивления, плюс пассивка вайпера дает тебе еще 30% на этой стадии. Второго уровня она дает 30%, на третьем уровне дает 40% маг сопротивления. Это сильно. Плюс у тебя есть Хускар. Но Хускар на такой стадии, если не в 3 звезды, то он слабоват. Вот. И вот, в принципе, у тебя сейчас 9 уровень, ты можешь, ну, ты жрицу не апаешь, вайпер апнул. Ну да, Сильно. да, 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 да. А вот, Есть кстати, что такой ты палку не период. скипнул? О, темпларка надо брать. Темпларка тоже хороша, она как танк зайдет, плюс у нее щит будет. Я вот, кстати, только не помню, вот этот вот щиточек, который она накидывает, проходит ли возвратка от воина? Вот это вот я не помню, если что, я думаю, надеюсь, подписчики поправят в комментариях. То есть, когда накидывается щит темпларки, и когда тебе бьют в этот щит темпларки, возвратка воина работает или нет? Вот что мне интересно. Почему я спрашиваю? Потому что, допустим, какой-то отхил, ой, не отхил, а какой-то там урон некоторые не проходят. То есть и отхил ты, соответственно, тоже не получаешь. Вот такое бывает. Вот мне это интересно, если ты тоже знаешь, может подметишь, что скажешь. Честно скажу, нет, не знаю, потому что, снова ж, я именно 5-го тира плохо знаю персонажей. Понял. Вот, Вот это у кстати, тебя сейчас шикарно все. ага, я вот хотел спросить. Я вот думал насчет, я видел там мах, и я думал, искать мне или не искать шар бездны, но потом подумал, есть этот плащ-пальто, есть, и подумал взять как раз таки вот этот посох. Ну, у тебя сейчас Правильно все я шикарно. сделал? Ты Да? все отлично сделал, у тебя все замечательно. У тебя еще и вайпер в 3 звезды пришел. То есть ты не пробиваем от мага, если у мага нет посоха третьего тира. И то, Мгм. чтобы магу тебя пробивать, ему нужен дум. Без дума он твой вайпер не сможет вынести. Хотя проявить маску второго тира он может. Но ты можешь тоже, ты можешь предмет первого тира скипнуть вот эту вот палку. Смысл от этой палки. Если, конечно, ты... Я потому что привык через скорость атаки играть, ну то есть у меня привычка такая. А ты же с самого начала как бы подумал, что ты будешь играть через вайпер, и у тебя же вайпер есть сейчас уже, вот на этой стадии. Что ты не скипнешь палку? Зачем она тебе? А на что? Хорошо, на что ее менять? Предмет первого тира, броня. М, Так у меня уже их два. Я помню, что они стакаются вроде бы, но я не знаю как. То есть... Ну, просто каждая броня дает тебе по плюс 6. А, соответственно, когда у тебя у вайпера куча брони, то, соответственно, вот смотри, у тебя, допустим, на этой стадии 40 брони при 100% хп. У тебя возвратка будет 170% от текущей брони. То есть это примерно будет 100 урона у тебя чистого возвращаться за каждый удар по тебе. Мгм. Вот. Когда меньше 50% будет хп, это значение удвоится, как удвоились твои эти энигмы. Вот это сильный персонаж. И если что, энигма, она не дает сайленс. Не помню, я сказал или нет. Что-то... Или сказал я этот. Что именно? Что энигма не дает сайленс, она дает выжигание процентное. Да, да, ты это говорил, да. Все, хорошо. Вот. И вот эта броня первого тира, она тебя, во-первых, сделает плотнее, потому что там есть убийца. Мага ты уже не боишься на этой стадии. Тебя же ну, просто, знаешь, ну просто и дверь открыта. Настолько насрать, что и дверь открыта. Вообще все, плевать абсолютно. Тебе на этого мага плевать. У тебя все замечательно. Ты этого мага сотрешь порошок. И вот, Вот я тут пытаюсь поставить как-то, не знаю как, теряюсь против этого мага, чтобы он не сбрил мне весь стол за раз. Ну тут разорка стоит один раз и все. Со ну, старта. разор, котл, ну и что, ты смотри, ты его Да. просто сжег. Мало ли Ну того, что тут, ты пассивкой сжигаешь, смотри, сколько урона от пассивки. да. Тебе Хускара он То даже не есть, смог пробить. подмечаем для зрителей уже, что против магов отлично заходит вайпер через воинов. Вот Да? это прям топ, правильно? Да там даже не то, что вайпер через воинов, у тебя просто вайпер сам по себе мощный, он сильный. Он сам по себе в 3 звезды уже мощный. У тебя и посох третьего тира, у тебя и предметы хорошие, адекватные. И плюс у тебя еще есть плащ-пальто. Но плащ-пальто 50% макс сопротивления дает. А в 3 звезды вайпер он дает еще 40% со своей пассивки. То есть там урона нету у противника.
А вот этого, кстати, я не знал, что сам Вайпер имеет такую пассивку. То Да, у него есть есть такая пассивка, которая еще и выжигает сверху. То есть там, ну, вот этот посох третьего тира, почему ты ж его взял? посох третьего тира взял для того, чтобы больше урона себе настакать. От чего Чтобы у урон, меня естественно? Вайпер больше делал урона стычки. Стычки с руки? Это не так работает. Ну, да, с атаки его просто, что он плюется вот это, хатфу. Так, может, вы неправильно сейчас друг друга поняли? Посох третьего тира увеличит магический урон за каждый стак с руки. Ой, с руки, со скилла, со способности. Магический урон. То есть то, Мы что правильно он друг вот это друга вот поняли? Просто ты сказал, это плюет, тычка. то есть вот это, что он плюет, это и есть вот его способность, что он тычку дает. Не тычка, Правильно? тебя когда бьют. Когда тебя А, бьют. Любой урон, который по тебе прилетает, его пассивка срабатывает и начинает душить. Понял? Любой. Любой тик по тебе, который прилетит, пассивка срабатывает и начинает его отравлять. Это отрава. То есть, Вайпер. ну, Понял. вайпер начинает всех отравлять. Вот Все, сейчас все, обрати теперь внимание. понял. Все, теперь понял, дошло. Вот смотри Он сейчас. увеличивает не урон вот этот его плевка, а пассивку делает его Смотри, смотри, сильнее. смотри, смотри, смотри. Видишь? Разор ударил, он умирает. Вайпер ударил, ну, котел ударил, видишь, он там под ядом Да, 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 находится. да, 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 да. То есть все, То кто тебя есть, ударил, он отравил. ага, я Вот. понял. И как раз вот этот посох увеличил урон этого отравления, правильно? Верно. У тебя не 90 Всё. урона в секунду, а 270 урона. Потому что посох увеличивает на 200%. То есть, на, ну, грубо говоря, 3 раза. И у тебя получается 270 урона с одного тика, не учитывая Мгм. магическое сопротивление противника. И если ты играешь на магах, то есть почему я тебе сказал, что именно под магами Вайпер тоже хорошо себя раскрывает? Потому что там будет не 270 урона, а примерно 500 с чем-то. Это, соответственно, 1 секунда обледенения, если там нет никакого магического сопротивления. У тебя в целом здесь такая настолько фришная игра, что прям На диву самом деле, даешься. да. На самом деле, да. Она, Согласен. она прям фришная-фришная. Но я вижу, что ты вот мои уроки все-таки подметил для себя. А, ну тут чел что-то... Непонятный там чел на магах. Он какую-то ересь Да. собирает. Но это лоуранг, как бы... Тот, кто, грубо говоря, смотрит и, соответственно, наши мои подсказки, то я вижу, что ты из этого урок все-таки изъял. Да, вот видно уже, что чуть-чуть больше разбираюсь как раз таки. И вот думаю за расстановку. Вот по предметам ты хорошо мне сейчас подсказал, что нужно было скипать именно для персонажа. Для Вайпера имею в виду вот эту палку. Сейчас я вот это все, наверное, проскипаю как раз таки. В данный момент ты можешь, в принципе, аж до 5-го тира попробовать скипнуть, потому что маг там слабый, чел с кирасой, кстати, это неприятно будет для тебя, но тебе плевать, у тебя выжигалка. И вот по поводу реликвий. У тебя выпала мастерская бума. Помнишь, ты там на 15-м плюс-минус раунде скип? Куда ты броню скипаешь? Не трогай! Я смотрю, если не ошибаюсь. Не трогай броню. Положь, где Ну. взял. Положь, говорю. Так. Не трогай броню. Хорош, хорош. Вот можешь попробовать предмет 2-го тира найти, в принципе. Один рог скипнуть, тебе все равно не нужен. Либо палку. Лучше палку, конечно. Ну, ладно. Потому что ты можешь найти медальон 2-го тира, который дает тебе броню и который возвратку еще накидывает сверху. Понял? 50% возвращает, который. Не понял, да? Возвратку Нет, не понял, честно скажу, не понял. Предмет 2-го тира, который дает 50% возврат урона чистого. То есть про тебе А, прилетело все, 1000, и ты 500 вернул. вот я помню из видео, кстати, что он против убийц, это шикарно. Убийц, Заходит. Свен и тому подобное. То есть он хорошо возвращает урон. Плюс ты Против отхилишься за счет ваншот маски. машин, получается, да? Да, да. Он Мгм. хорошо, он очень хорошо работает. И вот по поводу мастерской бумы. Ты там на 15-м плюс-минус раунде рольнул, да? Вот то, о чем я говорил. Если есть в игре мастерская бума, не роль до 20-го раунда. Не надо, не надо, потому что на 20-м раунде тебе придет эта мастерская бума, и ты тогда, ну, такой думаешь, ну, блин, ну ты потерял очки, ты потерял 2 предмета, а это потенциально третий предмет, предмет 3-го тира. Мгм. Я понял. И вот смотри, ты сейчас играешь, как бы, да, но ты не ролишь шмотки, потому что у тебя все хорошо, всё замечательно. Но какие ты предметы вот видишь, допустим, на вайпере под какие этапы? Вот давай я тебя так расшевелю немножечко.
Фу-фу-фу-фу. Под какие прям этапы я не смогу сказать, потому что я, честно скажу, не знаю. Но вот насчет шмоток, взлет Азеса, потому что я помню пассивка у Вайпера еще то, что противник рядом с ним, он на 50 или на 40% более медленно атакует. Это я точно знаю. Но не Вот. рядом с ним, а тот, кто атаковал Вайпера. То есть Ага. на всех, которых активировалась эта пассивка, все начинают с замедлением скорости атаки бить. Все. Ну, вот, взгляд АЗС, да, вот этот посох третьего тира тоже вижу. Пятого тира это Кираса на броню, насколько знаю. Тоже отличная вещь Вайпера. И что еще? На скорость атаки Гиберстоун бы еще взял. А зачем тебе скорость атаки? Не знаю, вот у меня привычка. Ну, Хай быстро бьет всех. Ну а зачем? Ну смысл? У тебя Вайпер стоит, он никого не бьет, и все об него умирают, потому что они умирают от его возвратки, от его яда, от всего такого. Зачем тебе скорость атаки? А вот что ты мне раньше это видео не сказал? Так, ну я думаю, это и так было понятно. А вот видишь, это для более опытных ясно, а вот мне новенькому не ясно было. Тебе Понимаешь? в этом билде тебе не надо скорость атаки от слова совсем. Ага. Тебя будут бить и все умирать. Смысл тебе Ну, бить? Зачем? ну ладно. И вот смотри, есть предмет четвертого тира, почему я вот сказал, что кольцо четвертого тира это имба, потому что 120, мать его, урона с руки, что чистый, что физический, кроме магического, вот физический чистый урон с руки, эвейдится, 120 урона, вот на секундочку, если у чувака нету ведьмаков, вот ты прикинь, у тебя антимаг, по-моему, на втором уровне будет бить 160 или 180 урона с руки. А это кольцо срезает ему 120 урона. У него с руки 40 урона становится. И он бьет твоего вайпера по 40 урона. Сильно? То у тебя реген мощнее будет, чем что угодно. Ну, это очень сильно. И так же самое он чистый урон режет. И вот кольцо четвертого тира это имба. Если тебе с пятого тира падает щит пятого тира, это имба на текущий патч. Щит пятого А, тира ну это да. просто must-have, что только возможно. Кираса падает, классно. Маска пятого тира, шикарно. Но тоже нужно учитывать момент. Надо смотреть противника. Если противник находит Doom, щит пятого тира тебе может помочь. Если же не находится там Doom, ну или, допустим, нашелся Doom, но щит пятого тира ты не выбил, то есть предмет третьего тира. Мифриловый доспех. Он может тебе помочь в некоторых Вот ситуациях. он, да, кстати, я что то и сказал за пятого тира броню, что дает. Мгм. И вот смотри. А, стоп, нефриловый доспех, я вообще не это сказал. Ну, это третьего тира предмет, Это третьего, да. Все, все, который все. одну способность эвейдит, грубо говоря. Да, 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 да. Вот. Вот, кстати, там в одном раунде тебе Квапа так помогла люто. Она бабку, если что, выкинула. Ну, она бабку обезоружила и позиционку ей сломала. Она била четко вайпера. Почему я это подмечаю? Потому что, смотри, бабка второго уровня, она срежет тебе столько брони, плюс там чел, ну, у него чел вообще какую-то поплаву делает. Ну, это Да, лоуранг, я это понятно, это лоуранг. Ему надо было просто вот этот Мьёльнир закинуть в бабку. И бабка, когда начнет своим скиллом бить, она срезает броню. И если у тебя мало брони, ты, по сути, воинами ничего не отразишь. Вот как-то так. Но так как у то тебя есть есть... то есть бабка классно может контрить воинов, по сути. Да, особенно если у тебя есть дезолятор в нем, это предмет третьего тира, который минус 12 брони дает. И есть предмет первого тира, который дает минус 6 брони. Ты сразу минус 18 брони даешь. А еще ее способность дает по минус затычку, по-моему, по минус одному армору. То есть там за свой прострел она еще минус 10 брони тебе даст. Ну, как бы, надо думать. А вот, кстати, хороший выбор, то, что ты не скипаешь предмет третьего тира Драконий Рог, потому что можешь закинуть ее на эту. Ух ты, и Кираса, и Маска. Вот тут надо думать. Тут ты, конечно, возьмешь, скорее всего, Кирасу сейчас, чем Маску. Что-то мне так кажется, что ты возьмешь сейчас Кирасу для возвратки, потому что отхил у тебя Лишь бы есть. я не Мьёльнир взял, потому что я, честно говоря, не помню. Может, я им... А, не, все. Зачем? Объясни мне, зачем тебе Battle Fury? В кого Я ты не его знаю. засунешь? Кем ты будешь Догадайся. бить? Battle Ну, Fury я тебе не же знал. надо. Я понял тебя. Не Ой. кричи на меня.
Вот, кстати, сейчас расстановка у тебя тоже хороша, потому что Кираса работает на всех твоих юнитов, все такое. И Драконий Рог ты закидываешь в жрицу. Хороший выбор, то, что ты не скипнул Драконий Рог. Хороший выбор. Вот Battle Fury это рофл выбрал. Ну, блин, значит, подписчики в комментах будут с меня смеяться. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, потому что это рубрика новичка, так что все окей. Ну, Battle Fury Вайпера, давай. Хорош, погнали. Будем сейчас разваливать дальним боем. Все равно, что от дальнего боя массовая атака ну, не происходит. Ну, да ладно. Так, Ой. я думал, а что делает по сути Battle Fury, кроме как плюс к урону? Плюс к урону и массовая атака в радиусе там каком-то плюс 50% чистого. То есть, смотрите, допустим, от 1200 на милишнике, у тебя там, по-моему, в радиусе 2 клеток ты будешь наносить еще чистый урон, поделенный на 2. То есть у тебя 100, 200 было 200 урона с руки, будет 100 урона массового чистого. Это сильный предмет, но так как у тебя вайпер дальнего боя, ты идешь в баню с этим приколом, у тебя просто плюс 50 урона. Я понял. Ну, видишь, вот. Ну вот, кстати, в Энигму Нехватка. закидываешь, тоже неплохое решение закинуть сразу Драконий Рог в Энигму, но тут тоже надо смотреть по ситуации по игре. Когда в Энигму закинуть, а когда закинуть в Жрицу. То есть, А я просто увидел, сколько делает урона Энигма, и я такой, Хана сразу кастую туда. ну да, но и Жрица тоже ничего себе она хилит. У тебя маска второго тира, не Да. забывай, она может тебе не помочь, а вот Жрица может помочь. Как Но бы, я смотрел так, мне маски хватает, поэтому я тогда и не взял 5-го тира маску. вот, кстати, если что, блымнул экран, это если что на записи, не у вас, не у кого-то, а именно на записи, потому что у тебя, скорее всего, стоит не безрамочный режим, да? У тебя стоит полноэкранный режим игры, правильно? Полноэкранный, да. Ну вот, скорее всего, из-за этого. Кстати, чел тоже, ну, неплохо делает, но вот он взял Кирасу, он поставил его в ближний бой, чтобы резать тебе броню. Ну, что-то не доигрывает чуть-чуть, но все равно такое. Кстати, его А вынесли. Кираса 5-го тира режет броню? Да, всем в Мгм. округе, дает своим юнитам и режет всем в округе. Блин, у тебя так Ага. хорошо идет в этой игре, я аж прям кайфую. Вот. Что делает Кираса? Она в радиусе, там, по-моему, 3 клеток дает всем союзникам броню, плюс скорость атаки. У вражеского же, у противника она режет броню на такое же количество, сколько дает. Вот. В таком же радиусе. Это хорошо можно использовать против воина, потому что если ты насобирал много минус брони, ты можешь просто воина не ощущать. Ну, тоже в такой ситуации, если бы чел сейчас попался бы, ну, допустим, тебя на магах он выносил, да, ты бы маску 5-го тира нашел бы, ну, если повезло, конечно. Закинул бы вайпера, и ты бы просто мага тоже не ощущал бы снова. И поставил бы себе магов. Ну, либо же морских, потому что там чел с огромным прокастом играет. Вот, кстати, инвокер. Вот эти вот пеньки, которые он вызывает, даже не пеньки, как, короче, не знаю, как их Они назвать. вроде режут броню, если не ошибаюсь. Да, второго тира режет, по-моему, если не ошибаюсь, за тычку минус 10 брони. Если, не дай бог, эта тварь настакается, брони у тебя не будет, и возвращать тебе будет нечем. Как-то так. Мгм. Это будет сильно. Вот по поводу предметов еще пройдемся. Must-have вайпер, он выглядит таким образом, если, ну, я назову просто так, дефолт, скажем так, топ предметов, тир-лист, маска 5-го тира, вот через воинов, маска 5-го тира, посох 3-го тира, щит 5-го тира, кираса, плита 3-го тира, либо же взгляд Азесса, либо же мифриловый доспех, а лучше все это, и надо смотреть просто от противника. Вот. Все, вот это вот тир-лист предметов, которые я вижу. А там можно и Мгм. бессмертие, и БКБ, то есть надо отталкиваться от противника. То есть предметы 3-го тира, они ситуативны. Но самые мастхэвные это маска 5-го тира, посох 3-го тира, щит 5-го тира. Дальше там кольцо 4-го тира тоже можно закинуть. Надо, ну, вот то, о чем я говорил, почему я не хочу, вот, не то, что не хочу, а тяжело снять. Вот меня просили много раз, тяжело снять то, что какой предмет под какую стадию брать. Это тяжело. Это столько вариантов есть развития событий, что это просто очень тяжело. Вот и все. Каждый предмет, он ситуативен. Есть просто тир-лист и все. Ну, я сейчас просто скажу, что это must-have, все будут брать, а потом скажут, ну, какая-то параша, Саня, давай что-то новое. Ну, поэтому тяжело снять именно про тир-лист. Каждый предмет ситуативен. Вот ты сейчас по итогу Battle Fury скипаешь. А мог бы Мгм. попробовать кольцо 4-го тира найти. Ну, я ж не знал, снова же. Ну, Оправдаюсь.
Вот, у тебя есть бессмертие. Только не возьми Хорошо. Я я подумал, Не, криты возьмешь. я понимаю, вот не, ну шо, но криты сюда точно не надо. Я ж вижу, что криты не вылетают, поэтому. Ну, бессмертие, кстати, тоже хороший предмет. Почему? Потому что, смотри, 5 секунд, точнее не 5 секунд, 3 секунды ты в бессмертии, ты в это время можешь отхилиться от нанесенного урона. То есть ты, допустим, тебя кто-то шотнул, у противника меньше половины хп, ты 3 секунды их выжигаешь по 270, это 1000 урона за 3 секунды. И, соответственно, 1000 урона ты отхилишься еще сверху. Ну, это ты Мгм. можешь его сжечь быстрее, поэтому бессмертие не всегда скип. Смотри по вариантам. Ну, я Вот. просто видел, что не ваншотят меня. Я такой, ну ладно, возьму тогда просто уклонение. Ну, хороший стол, очень хороший стол. Шло тебе на 9 уровне, будь здоров, такое ощущение, что ты на 12 сидел. У противника какая-то, ну, дико извиняюсь, но хрень. Так, ну я так понял, ты тут закрываешь, да? Да. Вот так вот оставим. Вот. У противника какая-то хрень, он посох 3 тира не нашел, есть котел. Вот если бы он собрал котла чуть получше, вот с посохом 3 тира элементарно, он бы мог тебя довольно-таки сильно напрягать, потому что Котл 3 звезды, 700 урона, это 200 урона с прокаста. Он бы твой предмет 2 тира бы пробивал, но тоже у тебя есть как бы плащ-пальто. Ну, короче, там проблемы бы делал, но не прям такие лютые, и, скорее всего, ты бы все равно его вынес, потому что перестроился бы, нашел бы шарбезные, либо же морских поставил, и до свидания маг был бы, все. Мгм. Морские бы 100% сработали, потому что там котел бы наносил 2 с чем-то тысяч урона, если бы он правильно его собрал. Поэтому там бы 100% морские сработали. И за Я счет понял. возвратки бы снес его. Вот. По поводу тир-листа предметов я сказал, почему это очень сложно. Каждый предмет ситуативен, есть просто вот реально must-have предметы, которые 100% ты не можешь скипнуть. А дальше по ситуации должен делать. Это маска 5 тира, после 3 тира. Все, вот эти предметы ты ну, не имеешь права скипать. После 3 тира огромный предмет для вайпера. И, соответственно, все остальные предметы ты уже смотришь по ситуации. Когда кольцо, когда БКБ, когда тебе надо то. Короче, там столько предметов, которые нужны. Но в целом, каточка прикольная, ошибки есть. Некоторые, ну, с Battle Fury прям лайк. Мне Нормально. понравилось. Ну, Вот, и вот, кстати, говори, да, говори. да. Это, хотел бы чуть-чуть озвучить такой тир-лист, может, для новеньких это будет удобно, лично свой, что я для себя подметил. Может, ты что-то исправишь, добавишь, скажешь, в общем. Получается, если дают контроль, надо мифриловый доспех, либо же БКБ. Если же, допустим, что-то хотел быстро сказать такое. Если же против магов, это вот этот плащ-пальто или шар бездны. И то очень хорошо. На каких-то персонажей, которые сами по себе, скажем так, вносят много урона, нужен этот посох обязательно. И обязательно нужно всегда брать отхил, либо же вот эта маска, но только в персонаже без маны, либо же бусы 3 тира, либо же 5 тира тоже маска на вампиризм. Что еще такое хотел добавить? Ну, это так вот, для меня как новенького, вот этот тир-лист есть такой. Мгм. Ну, смотри, некоторые там уточнения надо сделать по поводу посох 3 тира. Он работает только на Ага. магические способности. Это первый момент. Второй момент по поводу контроля. Контроль бывает же разный. Бывает обезоружие, бывает думы, бывает все такое. Допустим, дум, он скидывается щитом 5 тира. Ну, как скидывается? Есть 35%, что ты вернешь этот дум обратно тому чуваку, который на тебя изнул дум. И вот щит 5 тира — это самая лютая имба, потому что нет КД у этой твари. И Дум может сразу прилететь и прилететь обратно в Дума того же. Этот чел будет стоять в Думе. Вот. А если тебе, допустим, проблема Дум, то надо мифриловый доспех. Но тоже. Тут момент. Мифриловый доспех скидывается от любого целенаправленного предмета, либо же скилла. То есть тебе прилетает условный станчик таргетный, да, вот того же, вот той же селедки, это 2 тира, который воин морской. Вот, Я понял, селедка. Он да-да. таргетный, он направленный. Что там еще такое таргетное? Короче, любой таргетный контроль, и мифриловый доспех сбросится, и ты потом будешь пальчик
но без него ты думы не скинешь, грубо говоря. Просто надо смотреть, что у противника, и от этого уже как бы переигрывать всю свою ситуацию. Но в основном мифриловый доспех — это must have. Must have Ну, против Дума. я понял, просто я вот как раз для тех, кто вот спрашивает, тоже на стриме видел много кто спрашивает там, какие предметы нужны. Вот такие вот, скажем так, must-have, думаю, что я озвучил, вот они в первую очередь всегда нужны. Практически в любом билде, на любого персонажа они нужны. Ну и то снова же. Еще хотел добавить, точно, не против, а для персонажей с магическим уроном, тот же самый Аганим. Это вот вообще вещь номер один, потому что он еще и делает урон выше, и плюс еще и поднимает, если у тебя, допустим, двухзвездочный второго уровня перс, он способность делает как третьего уровня, +1. Но самый мастхевный предмет, вот если все играют на магах, кто играет на магах, ребят, самый мастхевный предмет — это посох третьего тира. Если вы его не нашли, вы не имеете права двигаться дальше. Вот серьезно. Потому что если вы начнете искать тот же самый Аганим, вы пойдете в куда? В задницу. Ну, вы его не сможете, вы его просто, даже если вы его найдете, но урона вам хватать не будет. Что такое 500 урона, да, вот, допустим, мы приведем пример котла. По-моему, у него 500 урона со способностей на втором уровне. На третьем уровне у него 700 урона с продувки. И вот, смотрите, 500-700 урона, 200 урона разница. Вы такие думаете, ну, в принципе, ок. А теперь посох третьего тира. У вас не 500 урона, а 1500 урона. А в 3 звездочные котла это будет и 200 урона. И вот что как бы приоритетнее? Тут тоже надо думать, когда взять посох третьего тира, а когда взять Аганим. Вот, это очень важный момент. Посох третьего тира зачастую даже мастхевнее, чем Аганим. Аганим — это как саб-предмет. Вот, ну, думаю, тут как бы раскрыл эту тему. И Ну тоже, да. когда играете на магах, после третьего тира must-have, но не забывайте, что есть еще колечко второго тира, которое настакивается друг на друга. Сейчас дает 40% магурона. Но тоже, ребят, играть сейчас на магов, когда есть мета инсектоидов, не всегда вам позволят поиграть. Не всегда. Тяжело. А так, посох третьего тира — это имба у всех, у которых есть магическая способность. Почему ж в антимага берут посох третьего тира? Потому что, извините меня, у этой твари нет КД на способности, и он чуть ли не каждый раз, ну, с каждой тычки бьет свою ульту. Это сильно, очень сильно. Поэтому посох третьего тира must have. Вот в первую очередь. Потом уже аганимы и все остальное другое. Ну да, да, согласен. Я просто как добавил к своему тир-листу, уже и заикаться начал. Да ничего страшного, сейчас уже будем заканчивать, пойдешь отдыхать. В Да. общем, еще что-то есть у тебя? Что ты хочешь спросить и тому подобное? По ошибкам, я думаю, мы в ходу игры разобрались, ребят. Если у Да, кого-то да. есть какие-то вопросы в целом по ошибкам и тому подобное, то напишите в комментариях, то есть, что хотите спросить, я поотвечаю, соответственно. Вот. И вот, Аксреп, у тебя есть какие-то там вопросы, там что-то такое? Вопросы, да, думаю, есть сейчас. Ведьмаков, ты про них вспомнил? Что их синергия дает и в каких случаях ее собирать? Синергия ведьмаков дает тебе просто чистый урон с руки. Но, если у тебя есть демоны, то плюс 10% к урону за каждого демона. 60% это максимум. Но, если в течение катки, вот раунд начался, у тебя один демон умирает, то это минус 10% к надбавке. То есть, привожу пример вот математики, грубо говоря. У тебя 100 урона, у тебя есть 6 демонов, это 160 урона у тебя. Все, 160 чистого. То есть, 100 урона 100% это твои родные, и 60% надбавки, то есть 160. Демон умер, 150. Еще демон умер, 140. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И по накатанной пошло. Вот. Ведьмаки дают просто чистый урон с руки. Все. И, соответственно, дают... Пожалуйста. И дают тебе, Извини. соответственно... ничего Ага. страшного. И дают тебе то, что у тебя все демоны будут работать. Все. А все способности и все остальное будут у тебя не чистым бить, а вот магический, магический, физический, физический. Вот почему берут тролля пятерку, и у него есть такая шкала, как физического урона. То есть там оранжево подсвечивается, а не желтым, как должно. Вот, потому что у нее способность написана физический урон. И когда ведьмаков собрали, не удивляйтесь, что у вас появляется физический урон, потому что скилл физический. Вот и все. То есть эта синергия ведьмаков распространяется только на самих ведьмаков, не на всех.
Нет, она распространяется на всех, абсолютно. Просто если у тебя способность бьет магическим, она и будет бить магическим. Если она бьет физическим, то она бьет Ага. физическим. И Но все тычка такое. с руки будет бить чистым уроном. Да, тычка с руки Да, 100% понял. будет чистым уроном. И плюс надбавка за каждого демона. Угу. Вот. Все, понял, понял. Еще что-то есть? Не, тогда все. Ну, лично от себя добавлю то, что у тебя в действительности по каточке, если так посмотреть, то мои уроки действительно тебе помогли, потому что я вижу, что ты, ну, конечно, не с Battle Fury, нет, это не я, ребята, если что, это не мое. Я отрекаюсь от этого. Не-не-не, это, кстати, Гвард мне сказал. Ну, если что, это все Гвард сказал. Battle Fury в Вайпера эта тема. Бери. Да, это имба, ребят, берите каждый. И особенно всех кучно ставьте. Абсолютно всегда в каждой игре ставьте всех кучно. Особенно если котел есть, или если пятый тира шаман, вот этот есть воин. Ой, Манки Кинг воин. тоже топчик, Да, говорят. обязательно всех в кучу, в одну линию, шеренгой. Да, да. Вот, действительно, скилл подрос, это приятно, то, что мои уроки как бы дают свои плоды, и в целом было комфортно наблюдать за каточкой. Да, были некоторые моменты, но то такое. Ну, это все придет с опытом. Но я надеюсь, что зрителям было приятно над этим наблюдать, приятно поразбирать всякие ошибки, в целом было приятно на это посмотреть, и поэтому они напишут в комментариях, что думают по этому поводу. И также, ребят, не забудьте оставить свой лайк, а кто не подписан на YouTube, обязательно подписывайся, потому что скоро 2000 подписчиков. Еще у меня есть телеграм-канал с чатом комьюнити, он закреплен в описании под видео, в комментариях, а еще на экране у вас появится QR-код. Аксред, спасибо, что ты был у меня в гостях, было приятно снова с тобой поболтать, снова посмотреть твою каточку и в целом пообучать и подметить всякие моменты и обзоры и тому подобное. В общем, было круто, было прикольно, катка вышла сочная, соответственно. Спасибо тебе, что был в гостях. Да, спасибо, Гвард, за уроки, за обучение. Не даром мучаюсь, прохожу вот этот весь путь от новенького игрока до короля там, или правильно, да? Ферзя. Ранг. До ферзя. Ну ладно. До ферзя. Так что Можно, все знаешь, как это сказать? Путь Мгм. от новичка до матерого бойца. Да. Спасибо, Гвард, спасибо, что пригласил. Да, спасибо, спасибо. Всем, ребят, всем пока. Всем спасибо за просмотр и удачи.